Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась моя крыша. До скорых встреч еще где-нибудь. Добрый день! Вы на канале Мода с Владанной. И я сегодня пришла после работы и расположилась у себя на крыше. Ловлю заходящие лучи солнца. Прекрасный солнечный летний день. И решила, здесь мы с вами еще не устраивали модное дефиле. Но почему бы нет, учитывая, что так чудесно и романтично, у нас сегодня может с вами все получиться. В прошлом видео, в котором я вас познакомила со своими оригинальными юбкой, брюками, владанами, я вам пообещала, что еще порадую вас подобными модными обзорами. И вот вы видите сегодня на мне новые владаны. Оригинальные, необычные, и я надеюсь, они вас удивят. Это юбка-брюки. Вот здесь у меня два прямоугольника. Вот вверху у меня здесь нет боковых швов, но внизу есть такие очаровательные узелки. Вот эти узелочки на двух штанишках у меня присутствуют. Вот сейчас я устроила дефиле у себя на крыше, и вы можете внимательно рассмотреть мои оригинальные юбку-брюки. Или крышу. Или крышу. Такие прекрасные березы за моей спиной. Красивый ажурный парапет, как кружево, сочетается с моей блузой полосатой. Все так заиграло сегодня в лучах заходящего солнца. Кстати, о блузе. Если вам понравилась моя блуза, пишите в комментариях, и я обязательно сделаю по этой блузе видео. Она заслуживает вашего внимания тоже. Она очень сегодня чудесно подошла к моим владанам. Ну а что касательно брюк, конечно же, вы подробно рассмотрите на схеме все нюансы. Опять же, все просто, нет бокового шва, на поясочке. Вот такой тоненький поясок у меня. Внизу есть внутренний шов, шов сидения, молния, вот такие льющиеся, снеспадающие, красивые брюки. Сейчас вы мои брючки подробно рассмотрите на столе, все нюансы разберетесь, вы увидите, что их совсем немного, как я люблю, все просто, элементарно и легко, но в то же время очень оригинально и необычно. Я на столе разложила свои юбку-брюки. И вот сейчас я вам покажу, что здесь у меня от брюк, а что от юбки. Так вот, от брюк осталось это полноценный шов сидения, внутренний шов, соединяющий перед и спинку, и пояс. А что касательно бокового шва, то он видоизменен. Его вообще нет. У меня здесь есть сбоку узелки внизу, которые я вот на одной части развязала. И вы видите под прямым углом вот два низа брюк, два уголочка, из которых я вот создавала такие мягкие объемные узелки. Бок у меня вот он вообще не зашит, а вот этот вот вверху сгиб, он не спадает и образовывает такой красивый каскад по боку,
переходящий в узелок. Вот это наша юбка. Сбоку юбка, спереди брюки. И вот это наш бок, который у меня не зашит. Он обработан аккуратно ролевым швом, может быть московским швом. Различные варианты в зависимости от ткани. У меня достаточно плотный атлас, хотя в этих брюках я предлагаю и делаю своим клиентам с более тонкой льющейся ткани. Чем тоньше ткань для этой модели, тем лучше. И вот аккуратно обработан вот низ брюк, переходит в бок, то есть это ниспадает, вот эта часть, это мой каскад по боку, а здесь вообще нет шва. Вот это сгиб приходит на наш пояс, на бок нашей талии. Для брюк мне понадобилось 2 метра ткани, а ширина вот этой всей моей части 1,40 м. То есть до внутреннего шва у меня 70 сантиметров. Я сейчас вам на схеме покажу принцип, чтобы вы поняли, насколько это просто перейти из основы брюк на мою выкройку. Для наглядности я взяла основа переда и основа спинки брюк и выложила их по прямой, вот по одной линии. Сейчас нам необходимо будет вот в этой части добавить 45 сантиметров и провести линию перпендикуляр к этому участку. Вот эта линия будет параллельно нашей оси переда и спинки брюк. Это и будет наш сгиб, вот, который упадет по боку. Потом мы проводим от этой точки вниз перпендикуляр 1 метр и соответственно с этой стороны симметрично тоже 1 метр. У меня длина моих брюк по боку 1 метр ровно. Они у меня не в пол, они у меня немного выше, поэтому мне как раз лично мне достаточно вот по боку ровно 1 метр. А внутренняя часть у меня длиной получается 65 сантиметров. Основные размеры — это размер 65, потом общая длина 2 метра и мы отступаем от талии 45 сантиметров. 45-50. Это основной принцип построения. И вам придется разрезать ткань вот по этой линии, потом по шву сидения, это перед, и вот здесь мы разрезаем. У нас вот между передом и спинкой 3-5 сантиметров. Здесь закругление должно получиться. Вот я сейчас на схеме вам изображу 2 метра ткани. Мы ткань складываем. У нас получается ширина 75 сантиметров на 2 метра. Так, делим пополам вот по метру. Теперь мы к этому краю прикладываем вашу основу спинки. И основа спинки, вот она имеет вот такую форму. А это внутренний шов. Это линия нашей талии. И вот здесь шов сидения, он, как правило, с повышением от уровня линии талии. А с этой стороны у нас будет наш перед. Вот здесь у нас одна линия продолжается. Перед отступает от края. И по переду обычно понижение от линии талии. И вот как раз со спинки повышение, а здесь понижение.
И вот у нас получается вот такой крой. Вот здесь петелечка образовывается. То есть вы будете выкраивать. Вот вы идете по внутреннему шву, по шву сидения вот спинка, это перед, это наша талия, вот, и соответственно вот здесь наш шов сидения по переду и внутренний шов. Все, это сгиб получился, он не разрезается, разрезается только вот эта вот часть, сгиб, и этот размер 45 сантиметров. Внизу наша юбочка, наши брючки имеют размер вот здесь 70 сантиметров. Так, а размер от шва сидения до низа 65 сантиметров. Ну и соответственно здесь. Это у нас получается два слоя. Одна штанинка и вторая штанинка. Ну и здесь сгиб. То есть вы вот с краю вот такой вот крой сделали. Потом развернули, сложили вот по сгибу и сострочили внутренние швы. Сострочили шов сидения, и у вас получились мои штанишки. А вот этот вот 1-1 соединили два узелка. Ну и соответственно здесь у нас ширина 70 сантиметров. Так как ткань 1,5 метра, то как раз у нас получается одна штанина на одной половинке и вторая штанина на второй половинке. Общая длина, расход ткани 2 метра. Учитывая, что вот этот бок у нас не спадает каскадом, юбочкой, то соответственно нам здесь не нужно никаких выточек. Вот оно все падает, и по бедрам нас здесь нигде ничего не зажимает. То есть от брюк у нас остался только шов сидения и вот этот вот внутренняя часть. Опять же, под себя вы корректируете глубину шва сидения, длину брюк. То есть, если вы хотите подлиннее, соответственно, у вас уже будет не 2 метра, а 2,10. Или же в зависимости от длины ваших ног. Или наоборот, короче. Поэтому здесь вот это все, это ваша подставляется основа. А это уже 45 сантиметров, мой размер, который вы добавляете к вашей основе, чтобы получился такой необычный фасон юбка-брюки. Мои размеры это 54. Ну, в данном случае не принципиально здесь объем бедер, потому что сюда можно поместиться любым объемом бедер. Это все, опять же, под разные размеры, под разные фигуры. Наш снеспадающий каскад по боку, он все корректирует. В данном случае ваша линия талии должна поместиться вот в эту петелечку, и ваш шов сидения. У кого-то ниже, у кого-то выше. То есть вот и все нюансы моей чудесной схемы. Опять же, все просто. Обработали край то ли московским швом, то ли ролевым. Соединили вот внутренний шовчик, зашили шов сидения и пришили пояс. Ставьте пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписался. Если вам понравилось мое сегодняшнее дефиле на крыше в лучах заходящего солнца, моя юбочка, моя блузочка и я, пишите об этом в комментариях. Мне очень приятно их читать. Всего вам доброго, до скорых встреч на канале Мода с Владанной.